хочу. Can't you see me? My body connected, say believe me. 불타버린 내 맘을 come and feel me, feel me. Oh, can't you see me? My friends don't understand me, no. Всем привет! Это канал Room for K-pop, и в сегодняшнем видео я постараюсь восполнить пробелы, которые были на канале, потому что я просто физически не могла отреагировать на некоторые новые песни. И поэтому сегодня я буду давать свою оценку, свои комментарии песням, которые вышли в июле, и некоторым песням, вышедшим в конце июня. Если честно, многие группы, возвращение которых я ждала, их возвращение стало небольшим disappointment for me. И группы, от которых я не ждала буквально ничего, выпустили довольно неплохие песни, которые я сейчас слушаю, которые могу порекомендовать своим друзьям и так далее. В общем, давайте вместе послушаем, посмотрим и обсудим эти новые вышедшие песни. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, впереди много интересного контента, и погнали! И начнем мы, пожалуй, с клипа, который был выпущен относительно недавно, Purple Kiss Nerdy. И я вам хочу сказать, что при первом прослушивании эта песня меня не зацепила, но потом, когда я начала слушать ее больше и больше и больше, я поняла, что, скорее всего, я добавлю ее в свой плейлист. Единственное, что хотелось бы отметить, это то, что песня чем-то похожа на песню Билли Айлиш «Bad Guy». Проигрыш и партия, когда они говорят «You make me cool» или что-то вроде этого. Ловлю дикие вайбы на Билли Айлиш «Bad Guy». Но это нисколько не портит песню лично для меня, и я бы дала этой песне 9 баллов из 10. Следующая на очереди у нас Winner и их новая песня I Love You. Я единственный человек, которого уже достал ретро-концепт. Такие песни, как, например, Everglow, La Di Da, Twice, I Can't Stop Me, BTS, Dynamite, они звучали как-то органично, классно для того времени, когда этот концепт был прям популярным. Это 2020 год вроде бы. Но сейчас видеть такое количество песен в ретро-концепте, в ретро-стиле, не знаю, как это назвать, это уже немного утомляет. Но я готова простить Winner все что угодно за этот припев. Когда я его услышала, мой мир просто раскрасился невероятными красками. Я считаю, что это лучшая часть песни, потому что куплеты не очень сильно зацепили меня, в отличие от припева. Припев просто делает эту песню. Поэтому, ребята, 8,5 из 10 я даю этой песне. Следующими у нас будут VIVIZ и их новая песня Love It. Изначально, опять же, эта песня вообще не произвела на меня никакого впечатления, я просто переключила на следующий клип, и на этом все. Но сейчас, когда я начала переслушивать все песни, которые будут в этом видео, я поняла, что это неплохая летняя песня. Она не претендует на звание песни года, она, возможно, не западет вам в душу настолько сильно, что вы будете слушать ее днями и ночами, но это хорошая песня, чтобы включить ее где-то на фоне, когда ты летом куда-то идешь, едешь. Под нее хочется жить, она как глоток свежего воздуха. И вот эта часть с классной хореографией рук, мне кажется, мне понадобится вечность, чтобы это повторить. Она очень сильно застревает в голове, поэтому мне кажется, что
песня заслуживает достаточно высокой оценки. Испортила впечатление, как всегда, вставка чего-то похожего на рэп. Зачем? Просто зачем? Это испортило немного впечатление о песне, поэтому я даю ей 7,5 баллов, и мы переходим дальше. Like a finale 가장 뜨겁고 아름다운 때 완성된 last scene ooh like a finale 날 영원히 И мы переходим к темной лошадке этого месяца. Да-да, потому что я вообще не возлагала никаких надежд ни на эту группу, потому что у меня буквально 2 их песни в плейлисте, ни на эту песню. Но WJSN в этот раз почему-то запомнились мне. И их новая песня Last Sequence. Меня не покидает ощущение, что эта песня все-таки звучит немного староватой, как будто бы ее выпустили лет так 10 назад, но при этом ее очень приятно слушать. То есть все части песни мне понравились. И боже, какой красивый клип. Образы девушек просто невероятные, цветовая гамма, цветокор, все вообще очень круто. И я этой работе твердую 8, наверное, поставлю. Я долго думала, может быть, поставить больше, но я понимаю, что эту песню приятно слушать. Скорее всего, я добавлю ее в свой плейлист, но при этом эта песня не дотягивает до уровня какой-то боб, модное слово. Так что 8 для WJSN. И переходим к следующей песне. burn 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 it's done 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 Долгожданное обсуждение альбома Джей Хоупа. Я скажу так, когда я увидела первый раз клип More, я немного офигела. Я смотрю и думаю, где прятались эти бесы все это время? Потому что было ощущение, что они из него хотят вырваться. И это очень круто, что Джей Хоуп так меняется, потому что сравните, пожалуйста, его микстейп и его новый альбом. Как бы небо и земля, но это ожидаемо было, поскольку хобби, в принципе, в обычной жизни солнышко, но при этом из него прет свэг. Давайте будем честны. Весь альбом — это просто шедевр, можно сказать, если вы любите рэп. Если вы не любите рэп, хип-хоп, какое-то такое тяжелое звучание, определенно альбом не для вас. Но так как я меломан, любитель рэпа, не всего, но все-таки, и я обожаю Джей Хоупа, мне альбом зашел. Если говорить про оценки треков, на которые есть клипы, а именно More и Arson, мне больше понравился трек More. Ему бы я поставила точно 9, если не 9,5. И Arson получает от меня 9. Удачи Хасоку с его альбомом, с его будущим выступлением. Пусть он порвет там этот фестиваль в Америке. Переходим дальше. doing me regardless, and I don't care what you say about it. And it don't matter if you like it or not. I'm having all this fun, so why would I ever stop? Follow me, come and get yours up. 몸집을 올려가 delicious. 점점 더 커지는 fire. 관심을 먹고 growing up. Следующим пунктом я затрону 3 песни группы aespa из нового альбома, потому что я считаю, что каждая из них заслуживает того, чтобы присутствовать не только в моем видео, но и вообще, в принципе, везде. aespa были, опять же, одной из групп, которая превзошла мои ожидания в этот раз. Не то чтобы я не любила музыку aespa,
но предыдущий их тайтл Savage, он как-то разочаровал меня своим припевом. Потому что вот эти вот бесконечные ду-ду-ду, тра-та-та, тра-ля-ля в музыке меня уже достали. И в Savage, если вы помните Give me now, give me, т-т-т-т. Я когда услышала это, думаю, боже, за что? Вы могли сделать припев, а вы сделали это. В этот раз, если честно, припев мне тоже не особо понравился, но песня выглядит более цельной, при этом они сохранили свою вот эту особенность роллер-костер, когда каждая из частей песни отличается от предыдущей. Там такой классный дэнс-брейк, и звучание рока добавили, а я люблю такое. Мне очень понравилась партия Жизель. В общем, Girls я бы оценила, наверное, на 8,5 из 10. Следующая песня — это Life's Too Short. Их песня с этого же альбома, но на английском языке. Она такая спокойная, и мне очень нравится текст. В общем, много говорить не буду, но песня мне очень нравится. Я бы хотела больше таких песен в альбомах. Не только женских групп, но и мужских групп. В общем, всех групп. И этой песне я тоже поставлю 8,5. И последняя песня, о которой я хочу поговорить у этой группы, это Illusion. Она тоже сразу мне не зашла. Но потом, когда я начала ее слушать все больше и больше, она начала заедать у меня в голове. Мне понравилась сначала одна партия, потом другая партия, потом я поняла, что вся песня мне очень нравится. И ей я поставлю 9. Put my sneakers on. 하나 둘 ready get set go. Put my sneakers on. Yeah. Мы с вами движемся в каком-то неправильном направлении, как минимум потому, что эти выпустили Sneakers. Это самое большое разочарование. Просто дальше некуда. Когда я увидела фототизеры, где они в этих черно-белых нарядах, такие все красивые, офигенные, я думаю, вау, вот это будет камбэк. Потом я начала видеть вот эти цветные тизеры, и я понимаю, что, кажется, нас набигхитили. Мне понравился прикорус. Это из хорошего. Мне понравились образы. Если убрать оттуда кроссовки, вообще шикарно будет. Если убрать кроссовки из этой песни, будет хорошо. Если честно, я не помню точный возраст участниц Идзи, но, допустим, им, условно говоря, 22-23. И петь «Надену свои кроссовки, надену свои кроссовки». Вы серьезно? Даже несмотря на то, что мне не очень нравится Mafia in the Morning и Loco, они были в 100 раз лучше, чем это. Хотя рынь-тынь-тынь мне все еще будет сниться. Как бы я ни любила идти, их музыка вынуждает меня перестать это делать. Хотя участницы по факту ни в чем не виноваты, потому что они поют то, что им дали. А дали им Sneakers. 5 из 10. Следующий у нас на очереди Super Junior. И после просмотра клипа тоже хочется улыбаться, потому что песня такая очень бодрая. Это не та песня, которая запомнится мне больше всех, но при этом она очень приятная, и я думаю, что ее будет очень круто слушать. Опять же, когда вы куда-то едете летом, хочу отметить их невероятные голоса. Я не обращала внимания особого на это, но мне очень нравятся голоса участников Super Junior, и в этой песне они звучат очень круто. Но, опять же, этой песне чего-то не хватает. Может быть, так и было задумано, чтобы она была какой-то не перегруженной. Она от меня получает 8 баллов из 10. Самое крутое, что есть в этой песне лично для меня, это инструменталка. Я очень люблю такие свистящие инструменталы.
Простите, пожалуйста, за тавтологию. Она звучит буквально как песня рэп-лайна в какой-либо группе на альбоме. То есть не заглавка, а какой-то бисайд, который исполняет рэп-лайн. Я видела очень много постов об этой песне, и я была готова уже к какому-то разносу, но эта песня вообще мне не запомнилась ничем, кроме инструменталки. Я бы, наверное, дала ей 7, потому что она не такая плохая, просто вообще не запоминающаяся ничем. Простите, пожалуйста, меня, караты, но вот так. Oh, baby, you're on my mind. So you make me sparkle. Жанр этой песни, если я правильно понимаю, это synth-pop, который опять же является ретро, а я уже сказала о своем отношении к этому. Если выйдет достойная, классная, крутая песня в этом жанре, не имею ничего против. Но есть же так много других жанров. Почему именно туда? В целом, песня, опять же, достаточно приятная. Ее голос, ее харизма в выступлениях, ничего этого не отменяю. Клип, опять же, очень красивый и по цветовой гамме очень сильно напоминает мне Last Sequence, о котором мы с вами уже говорили. А некоторые сцены были, кажется, в клипе Пин-Пон. Там Хёна в такой пещере была. Но это так, просто мои личные наблюдения. Я не говорю, что это плагиат или что-то вроде того. Песня приятная, но я бы не сказала, что она прям сильно запала мне в душу. Поэтому 7. 아니야, copy 멋대로 그게 나와. 좋아하는 만큼 완벽히 닮은 콜라보. На очереди у нас, я так понимаю, саб-юнит группы Pink с песней Copycat. Если честно, она вообще никаких чувств во мне не вызвала. Ну, песня и песня. То есть ничего особенного, кроме достаточно забавного клипа. Вот клип мне понравился. Поэтому я, наверное, поставлю ей баллов 6. Scream, 시원하게 like ice. Cream, 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 cream. Scream, feel it 차오르게. Scream, 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 scream. SF9 и их песня Scream должна была стать крутой летней песней, но почему-то некоторые ее части made me cringe. Кого-нибудь кроме меня бесит рифма cream, scream. Ну, еще ice cream, типа I scream, you scream, we all scream for ice cream. И здесь то же самое. Cream, cream, cream. Scream, scream, scream. И еще такая довольно секси хореография на припеве. Плюс рэп-партия в некоторых местах тоже felt awkward. Я не знаю. Я очень люблю SF9. Без шуток. У меня почти все их тайтл-треки скачаны, некоторые бисайды. Я очень часто их слушаю. Но эта песня, простите. Некоторые партии мне все же понравились. Pre-chorus, в частности. И я, наверное, дам 6,5 этой песни за отдельные хорошие части. И, в принципе, мою любовь к группе. Вы скажете, что это читерство, но мой канал, что хочу, то и делаю. Идем дальше. Popping, hashtag mood. 뛰어다니는 너랑 그래 이 우리 groove. MCND и их песня Mood. Сейчас главный вопрос. Был ли у меня mood конкретно для этой песни? И я отвечу, что да, был. Инструменталка с первых секунд просто кричит, тебе понравится эта песня. И в принципе так и получилось, пока не настало время припева. Потому что в этот раз, мне кажется, что вот эти выкрики на припеве были вообще лишними. Если бы они оставили просто инструментальный корус, я была бы гораздо лучшего мнения об этой песне. Но в целом, если брать,
Мне понравилось очень много моментов, в частности, предприпев, бридж, рэп-части тоже были довольно неплохие. И, как я уже и сказала, главный плюс этой песни лично для меня — это ее инструментал. И в целом я бы эту песню оценила, наверное, на 7,5-8. Я пока еще не определилась. Посмотрим, как долго я буду ее слушать. Следующая песня по факту не является полноценным камбэком. Это даже не тайтл. Это песня Swa из Dreamcatcher, ее сольная песня из их альбома. Но я посчитала нужным сказать о ней, потому что вышел спешл клип на эту песню, и я была в шоке, потому что я, честно говоря, не слышала эту песню до того, как вышло видео. Это очень крутой трек. С этим можно было дебютировать сольно, но это просто бисайд в альбоме. Задумайтесь. Не буду много разглагольствовать. Припев hits hard. Это все, что я хочу сказать, наверное. В общем, песня очень крутая и 9 из 10. You say no, yeah, 넌 beautiful monster. 넌 날 아프게 하고 또 치료해. Из того, что я видела в социальных сетях, эта песня многим не нравится, но почему-то мне припев понравился с первого прослушивания. Не знаю насчет всей песни в целом, но припев мне прям очень сильно заходит, поэтому пока что я эту песню оценю на 8 из 10. Может быть, она мне понравится даже больше, но в целом, мне кажется, довольно необычная работа. 그게 déjà vu. 지금부터는 널 만나 interview. Я все больше и больше убеждаюсь, что мы с Seventeen не созданы друг для друга. Иногда мне нравятся какие-то их вещи. Например, мне нравилось Home Run, Ready for Love. Эти песни мне прям очень сильно понравились. Я добавила их в плейлист и довольно часто слушаю. В то время как эта песня, опять же, неплохая, но это все. Поэтому я бы поставила ей 7 и перешла к следующей песне. 필요해. No thanks, no thanks, no thanks, no thanks. 날 사랑해. No thanks. Мне очень нравится Хёлин. Она просто один из главных allrounderов в кей-поп. Она умеет читать рэп, она умеет петь, она очень круто танцует, и мне кажется, что она очень красивая. Несмотря на то, что у нее нет этой знаменитой белой кожи, у нее есть татуировки и все такое. Но эта песня в целом мне нравится, хотя припев звучит так, как будто бы его делали специально, чтобы он завирусился в ТикТоке. Если честно, хореография на припеве мне не нравится. Я уже видела 1000 челленджей с другими айдолами на музыкальных шоу, где они танцевали в ТикТок вместе. Хореография, не очень лично для меня. И в целом песня звучит так, как будто бы ей все-таки чего-то не хватает. Поэтому я поставлю 7,5 и пойдем дальше. Следующая песня — это «Моя боль», потому что, наверное, среди всех артистов, которые будут представлены в этом месяце, Хёна — это мой любимый артист, и ставить ей низкую оценку — это просто ножом по моему сердцу. Я уже высказала свое мнение в реакции, в правом углу должна вылезти подсказка, но сейчас я, наверное, попытаюсь оценить в цифрах эту песню. Раз уж мы оцениваем всех, то Хёну тоже. Прости меня, любовь моя, но больше, чем на 5,5 я эту песню оценить не могу. Несмотря на то, что я ее очень сильно люблю, но песня никакая лично для меня. 내 멋대로 덤 떠러럼 덤 떠러럼 덤 내 몸이 이끄는 대로 내 멋대로
Эта песня, опять же, всплыла в моих рекомендациях совершенно случайно, и я этому несказанно рада, потому как она цепляет, несмотря на то, что припев такой довольно пустоватый, но в целом много довольно неплохих частей в песне. Опять же, не скажу, что это прям моя какая-то будет супер любимая песня, но она очень-очень неплохая. И мне очень понравился момент в клипе, где они танцуют на боксерском ринге, и человек с вот этой табличкой стоит, и там написано «Последний припев». И я смотрю и думаю, спасибо большое, а то мы не знали. Я пока еще не определилась, но моя оценка где-то между 8 и 8,5. 이 보다 완벽할 수 있다면 날 데려가. Очень жаль, что в Корее эта группа вообще не популярна, даже несмотря на то, что они из JYP Entertainment. Ну, в принципе, я думаю, что бенды, они как-то менее популярны будут. Все-таки мне кажется, что их дебютный трек был чуть более запоминающимся, чем Test Me, но в целом она очень даже неплохая. Звучит немного как оупенинг для дорамы или аниме или чего-то такого. Я бы добавила эту песню в плейлист и слушала. Так что, если вы не знакомы с этой группой, go check it out. И моя оценка 8 из 10. For attention. You got me looking for attention. Новая группа от Hype. Были небольшие проблемки с их названием, насколько я знаю, потому что людям очень не нравится это название. Если честно, у меня была такая же ситуация с Lee Seraphim. Кто придумывает эти названия? Я понимаю, что за ними стоит история, смысл и вот это вот все, но обычный человек, который будет скачивать песню, не полезет в интернет искать, что такое новые джинсы и что такое Lee Seraphim. Когда мне приходят уведомления на ютубе с канала Hype о каких-то новых перформанс-видео или клипах, я, если честно, уже не понимаю, где какой-то троллинг, а где настоящее название группы. На самом деле смысл их названия, в принципе, довольно интересный, но тот факт, что они называются «Новые джинсы», поговорим о песне. Когда я ее услышала, я подумала сразу, что она звучит как такая старая хип-хоп песня, хип-хоп R&B. Это действительно что-то новое, в кей-поп, наверное, такого не очень много, но я бы не сказала, что она мне прям очень сильно нравится. И, ну, на 7, наверное, тоже. You're next to me, so give me no emotion. Let's celebrate. Twice и их японский камбэк с песней Celebrate. Хочу сразу сказать, что я жду уже их корейский камбэк, который, надеюсь, по слухам, должен быть в августе. Надеюсь, так и будет. Об этой песне, опять же, мне особо нечего сказать. Я была рада вновь их видеть, их счастливые лица и улыбки, но есть треки и получше у них. Я бы оценила ее на 7,5. Now we said, yeah, just do me bad things. 제발 킥만 굴리고 시도가 bye bye. Do it, do it, do it, do it, do it the way. Do it, do it, do it, do it, do it. Опять же, здесь прослеживаются нотки ретро, но они почему-то меня не так сильно бесят. И еще здесь у него довольно-таки автотюненный голос, но, опять же, он здесь звучит довольно-таки уместно и хорошо. Эта песня изначально для меня была просто такой проходной, но вчера она почти весь день играла у меня в голове, и я поняла, что это знак. И я, наверное, оценю ее на 8, и я очень жду релиз его песни Freak. 즐겨 우린 괴짜. Oh yeah, oh yeah. 다 되고 즐겨 우린 괴짜. I just feel it all deep in my eyes. 짜릿함, 달콤함 다 줄게. Everything is for you. Boom, shakalaka. Одна из песен, которые вышли в конце июня, но я не могла не сказать об этой песне, потому что она прекрасна, как
и артист, который ее исполняет, песня Минхёка из B2B «Boom». Я просто в любви к этому человеку. Он мой биас в B2B. И да, это будет очень biased opinion, но тем не менее, песня офигенная. Может быть, местами кажется, что она старовата, что такое уже было и бла-бла, но его голос, когда он поет в этой песне, он так круто звучит. Я, если честно, не думала, что он будет звучать так. Может быть, там есть какие-то эффекты, которые что-то поменяли, но в целом его рэп, его образ в клипе такой сильный, крутой. И хореография на припеве, когда, казалось бы, должен быть какой-то взрыв, а она такая медленная, просто дает тебе время насладиться, распробовать все это. 9,5, может быть, даже 10 отдаю этой песне без разговора. Let me 먹기 전에 I wanna make it pop, pop, pop. You want it. И еще скажу пару слов о песне Найон, которая тоже вышла довольно давно, но я не смогла на нее снять реакцию. Скажем так, мне очень нравятся куплеты, а вот припев мне зашел не так сильно. Но это не повод отрицать, что песня очень качественная. Образы в клипе — это вообще отвал всего. Весь альбом ее тоже достоин прослушивания, поэтому если вы не слушали бисайды на этом альбоме, то очень советую вам это сделать. И песне я бы поставила 8,5-9, потому что все-таки припев мне не зашел, но в целом работа очень достойная. What's wrong? 흘리듯이 난 너를 자극해. Watch out. 설렌 듯이 네 폭풍 맘이 터질 듯해. 내 맘대로 play it. 거침없이 shake it. You know 넌 내게 달려있단 것만 알아둬. 이미 넌 И да, на этом сегодня все. Пишите в комментариях ваше мнение о новых релизах. Может быть, я кого-то забыла упомянуть. Тогда мы с вами обсудим это в комментариях. Спасибо большое за просмотр и всем пока-пока.